Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, где находится Катар на карте мира. Для этого мы традиционно воспользуемся сервисом Google Earth, укажем в поисковой строке Катар и нажмем на кнопку поиск. Глобус повернется, перенесет нас опять на Аравийский полуостров, чтобы мы увидели Катар, где ударение интересно. Государство Катар, эмират в юго-западной Азии, расположенный на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, как видите, а с остальных сторон омывается Персидским заливом. Из-за спорной территории между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами на многих картах Катара изображен граничащим также с Объединенными Арабскими Эмиратами. Но на самом деле как-то не сильно все это признается. На северо-западе Катар имеет морскую границу с островами Бахрейн. На юго-востоке морскую границу с Объединенными Арабскими Эмиратами, вот здесь. Столица государства город Доха, и хорошо известный теннисными турнирами. Ну и не только этим, конечно. Если говорить о природе, то сейчас почти все территории страны представляют собой пустыню. На севере низкая песчаная равнина с редкими оазисами, покрытые эоловыми песками, которые движутся. В срединной части полуострова каменистая пустыня с участками солончаков, на юге высокие песчаные холмы. Климат континентальный, тропический, сухой. Летом температура нередко поднимается до 50 градусов. Полуостров беден водой, постоянных рек нет. Большую часть воды приходится получать путем опреснения морской. Подземные источники пресной воды и оазиса находятся в основном на севере страны. Животный мир беден, преобладают пресмыкающиеся и грызуны. Чем же все-таки интересен Катар? Это государство является, несмотря на свои скромные размеры, скромную площадь, третьим в мире по запасам природного газа, шестым в мире экспортером природного газа, крупным экспортером нефти и нефтепродуктов, 21 место в мире. Естественно, что Катар входит в организацию стран-экспортеров нефти, ОПЕК. Начиная с 1992 года Катар тесно сотрудничает с Соединенными Штатами Америки в военной сфере. На расположенной поблизости от аэропорта Абу-Наклах базе Аль-Удейд дислоцирован 609-й Центр управления воздушными космическими операциями, Центр командования вооруженных сил США, один из 4 подобных зарубежных центров армии США в принципе. Но это так, для информации пока. В наших следующих видео мы обязательно поговорим о Дохе, вообще об истории Катара, о том, что здесь может интересно увидеть турист, если захочет все-таки отправиться сюда. В общем-то, о очень серьезных изменениях в Катаре, произошедших буквально за последнюю пару десятилетий. Если вы посмотрите фотографии, например, из Дохи, то современные, то вы увидите, что это государство, и сравните их с фотографиями 20-30-летней давности, вы увидите, насколько изменилось это государство за эти годы. Ну, а наш рассказ о местонахождении Катара, пожалуй, можно считать завершенным. Давайте напоследок масштаб изменим, чтобы было лучше понятно, где он находится. Итак, Россия, в общем-то, вот. Средиземное море, вот. Аравийский полуостров, вот. Большой сапог. А Катар вот на Катарском полуострове. Ну, спасибо вам за внимание. Всего доброго.